Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим плюсы и минусы свиней породы ландраса. Сразу скажу, что ландрасы – это достаточно капризная порода свиней, но без нее современному свиноводству никак не обойтись. Ландрасы входят в четверку самых распространенных пород, которые используются всеми генетическими компаниями, которые занимаются селекцией свиней. Ландрас – это порода мясного типа. Она была выведена в Дании в конце 19 века. Появился спрос на мясо, вот ее и вывели, скрещивая местных датских свиней с крупной белой породой. Селекция велась по трем признакам. Это мясные качества, скороспелость и длина туловища. У выводимых свиней был интенсивный белковый рацион кормления. В основном использовали молочный брат. И у датчан все получилось. Ландрасы оказались настолько продуктивными и давали такой качественный бекон, что небольшая по площади и населению Дания стала одним из крупнейших в Европе поставщиков бекона на мировой рынок. Чтобы удержать этот статус, датские власти долгое время запрещали экспорт живых ландрасов, стремясь не допустить появления конкурентов за рубежом. Но в конце концов запрет был снят, и ландрасы начали быстро завоевывать популярность во многих странах мира. По сути, датчане в результате селекции получили свинью, которая по своим многим качествам, в том числе и продуктивным, напоминала крупную белую породу свиней, но при этом ландрасы давали превосходный бекон, да и мяса в туше было намного больше, чем в туше крупной белой свиньи. Какие же преимущества ландрасов? Первое – это низкое содержание сала в туше. Ландрас ориентирован на получение мяса и высококачественного бекона. Субпродукты составляют относительно небольшую часть туши. Да и кому нужны субпродукты, ведь субпродукты стоят очень дешево. Второе. Ландрас – скороспелая порода. Уже в возрасте 2 месяцев поросята достигают веса в 18-20 кг. При сбалансированном рационе и правильно организованном кормлении молодняк способен прибавлять в весе по 650-700 грамм в сутки. Конверсия кормов составляет около 4 кг на 1 кг прироста, что несомненно является отличным показателем. Выход чистого мяса с одной туши составляет в среднем 55-58%. Стоит также отметить и достаточно высокую плодовистость свиноматок. За один опорос получается 10, а иногда и 12 поросят. Причем опоросившаяся свиноматка проявляет ярко выраженные материнские качества и в том числе характеризуется высокой молочностью. И третье, ландрасы имеют миролюбивый характер. Они отлично уживаются и слушаются человека. Это тоже очень важно. Как видим, у ландраса очень много положительных качеств. Но наряду с однобокой селекцией на мясистость, ландрасы получили и множество всевозможных недостатков. Получилась достаточно изнеженная порода. У ландрасов слабая конституция, они стрессовосприимчивые и плохо акклиматизируются. Ландрасы очень требовательны к условиям содержания и кормления. Стоит нарушить хоть одно из условий содержания свиней – состав кормов, температуру помещений, уровень освещенности, чистоту, влажность, площадь помещения на одну голову. Да, в принципе, любой зоотехнический параметр, как это незамедлительно сказывается на их продуктивности. В тесноте и темноте ландрасы начинают болеть и снижают свою продуктивность. Ландрасы больше, чем другие породы свиней, восприимчивы ко всевозможным заболеваниям. Их необходимо обязательно вовремя вакцинировать и проводить все профилактические обработки. Нарушение режима кормления сказывается как на качестве мяса, так и на продуктивности свиней. Более того, у свиноматок снижается оплодотворяемость и теряется способность к многоплодию. Ландрасы очень требовательны к еде. Даже с учетом того, что состав кормов нужно строго балансировать по содержанию питательных веществ и особенно по белку, ландрасы все равно могут отказываться от предлагаемого им корма. Вот такие ландрасы привередливые. И это же я еще не назвал то, что у них и щековина слабая, и могут быть проблемы с задними конечностями. Как видим, недостатков у ландрасов хоть отбавляй. И поэтому их достаточно сложно выращивать. Хотя никто их и не выращивает для получения мяса в чистопородном виде. Селекция ландрасов постоянно идет. И уже сейчас есть линии, которые лишены вышеперечисленных недостатков. Или они сильно уменьшены. Слабые конечности, слабая конституция и паралич задней трети туловища ушли в прошлое. На данный момент это сравнительно крепкие свиньи с отличными воспроизводительными мясными и откормочными качествами. И они прекрасно приспособлены к природным и технологическим условиям.
Но на откорме чистопородных ландрасов вы не встретите. Ландрасы используются для получения гибридов с улучшенными откормочными и мясными качествами. Поэтому не спешите мне сейчас возражать, что я вот, мол, выращиваю ландрасу и у меня таких проблем нет. Верно, что проблем нет, потому что вы выращиваете не чистопородных ландрасов, а гибриды ландраса, а во многих случаях просто помеси. Как правило, когда говорят о ландрасах, подразумевают именно 2- или 3-породные гибриды, у которых уже нет вот этих всех вышеперечисленных недостатков. Хотя определенные особенности выращивания все же есть. Ландрас очень хорошо передает потомству свои мясные качества. Вот этим он и ценен. Для получения гибридов используют материнские линии крупной белой породы и отцовские линии ландрасов. Если же материнские и отцовские линии отселекционированы, то такая система скрещивания обеспечивает явление гетерозиса, то есть увеличение показателей продуктивности процентов так до 25-30 у потомства. Улучшаются репродуктивные, откормочные и мясные показатели. И если же скрещивать не отселекционированные линии, то положительный эффект тоже будет, но результат будет непредсказуемым. В одном случае это может быть и очень хороший результат, а в другом так себе, посредственный. Но все равно будет плюсовой результат. На комплексах по выращиванию свиней в основном используют 2-породный гибрид крупной белой и ландраса, который называется гибридом F1. Главная особенность помеси крупной белой и ландраса заключается в очень быстром наборе массы при минимальном потреблении корма. Свиньи набирают вес до 100 кг за 155 дней. Оптимумом рожденных поросят для гибридных свиноматок F1 принято считать 12 поросят. Для свиноматок крупной белой породы и свиноматок породы ландрас 11. Как видим, разница всего в 1 поросенок, и кажется, что это очень мало. Но, во-первых, это только один показатель, а ведь этих показателей много. А во-вторых, умножьте единицу хотя бы на миллион, и это уже не будет казаться очень мало. И если надо еще сильнее усилить мясные качества свиней, то тогда применяют 3-породное скрещивание. В этом случае свинок F1 скрещивают с хряком дюрка или пьетрена. И, кстати, при 3-породном скрещивании показатели продуктивности еще выше, чем при 2-породном скрещивании. При таком скрещивании получается превосходное потомство, которое имеет высокую мясистость, высокую сохранность и жизнеспособность. Поросята от 3-породного скрещивания очень быстро растут и имеют очень низкую конверсию корма. И еще очень важный момент. Себестоимость приплода помеси 3 пород, крупная белая, ландрас и дюрок, ну или пьетрен, меньше на 1,5%, чем у 2-породной F1. Ландрас сейчас стал неотъемлемой частью системы свиноводства для получения товарных помесей с улучшенными откормочными и мясными качествами. Как я уже сказал, что самый главный успех ландрасов кроется в том, что они передают потомству F1 свои мясные качества. В мелких хозяйствах гибрид F1 тоже выращивают, но я бы не сказал, что это очень сильно распространено. Гибриды F1 стоят достаточно дорого, если их покупать. Поэтому распространен несколько другой подход. Имеющийся свиноматок покрывает или хряком ландраса, если такой есть в хозяйстве, или свиноматок искусственно осеменяет семенем ландраса. Сейчас это тоже доступно. В любом случае наблюдается положительный результат, хотя эффект гетерозиса при этом наблюдается не всегда. Но в любом случае без ландраса сейчас никак не обойтись. Без гибридов ландраса очень сложно сделать свиноводство прибыльным. Ведь гибриды ландраса — это и много мяса, и продуктивность, и низкая оплата корма. В комментариях делитесь опытом, что вы думаете об этой породе. Внизу под видео смотрите файл с информацией о том, где можно приобрести свиней породы ландрас, вернее ее гибрида. Будем благодарны всем, кто приобщится к более полному наполнению данного файла. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!